Привет из Беларуси. Давайте с вами поговорим, как ухаживать за бегонией латиор. Сегодня я поделюсь своим собственным опытом. Его можно брать на вооружение, можно не брать. Вообще схема ухода может быть самая разная. Главное, какой вы получаете результат. Итак, первое, о чем мы должны знать, о том, что все-таки сорта бегонии латиор, они разные. И разные по своей, так сказать, степени цветения. Вот если мы с вами возьмем любой сорт желтой бегонии, она всегда будет красивая, всегда будет цветущая. Вот это Элатиор Блиц, да? А вот это вот у меня стоит здесь, это Соления Yellow. Соления – это разновидность бегонии латиор. У них более такой крупный махровый цветок. Как видите, и та цветет хорошо. А вот есть у меня вот такой сорт, очень тоже красивый цветок, нежный, персикового цвета, Esme Peach. Вот она цветет не очень продолжительно, как видите уже, да, вот стрелочки еще цветочные, они идут, но поскольку тут только 4 таких ведущих побега, то получается, что цветение не очень шикарное. Но если мы эти побеги сейчас обрежем, можно пустить их на укоренение, то снизу у нас вон идет, смотрите, сколько. Их будет тогда много, и бегония будет более такая пышная. То есть от сорта тоже много зависит. Еще хочу вам показать, вот, допустим, красная бегония, да, вот у меня 3 сорта есть. Вот этот сорт, по-моему, это Берсеба Ред. Вот он такой, это чисто тоже латиор. Смотрите, сколько цветов на нем. А вот это сорт Бонни. Она тоже вроде бы, да, такая вся цветущая, цветочек не очень крупный, но она и сама маленькая. То есть само растение небольшое, вероятно, предназначено для небольших объемов. А у меня тут, ну, наверное, около 4 литров, может быть, 3,7. И еще один красный сорт вам покажу. Это из своих черенков прошлогоднее растение Кармен. Растение только начинает еще зацветать, тоже цветок такой весь идет махровый, красивый, и она тоже будет, в общем-то, неплохо цвести, потому что вот каждый побег, вот у нее уже с заложенными почками. То есть, видите, сорта тоже разные, и цветут они по-разному. Ну, красивый, конечно, бегонии солений, у них более крупный такой красивый цветок. Вот покажу вам еще один такой вот сорт. Не знаю, правда, как он называется. Он даже вот чем-то похож на такую на более ампельную такую форму или каскадную. Но тоже уже цветков мало становится. И, скорее всего, что надо будет уже обрезать, чтобы бегония зацвела повторно. Но за счет того, что цветки большие, конечно, смотрится красиво и жаль обрезать. Вот. Так что цветение бегонии иногда зависит и от сорта. Ну, а любая бегония элатиор, она все равно красива. И для того, чтобы добиться пышного цветения, нам нужно с вами соблюдать некоторые правила. Ну, во-первых, грунт, который мы берем для бегонии. Грунт может быть любой, покупной грунт с кислотностью 5,5, 6,5. Я выращивала на разных грунтах. Поэтому могу вам с уверенностью сказать, что бегония будет расти на любом грунте, если он будет у вас влагопроницаемый, воздухопроницаемый, и очень хорошо она воспринимает, если там есть увлажнитель. Увлажнитель – это специальная химическая добавка в почве, она идет, ну, в довольно дорогих таких грунтах. Вот. И когда он есть в составе грунта, то при поливе вода у вас не проскакивает, даже если растение пересохло, да, насквозь, а очень быстро расходится по грунту и долго удерживается. Вот такой грунт замечательно подходит для бегонии, потому что все-таки наши покупные грунты, они такие очень легкие, да, иногда даже слишком, и быстро пересыхают. А бегония все-таки тоже не любит, когда у нее корни находятся вот в сухом состоянии. Еще один такой совет от меня: никогда не берите для бегонии грунт с огорода или какой-нибудь собственный компост. Бегонии это не надо, она склонна к корневым гнилям, и вы можете принести туда все что угодно. Исходя из того, что вот она склонна к болезням, конечно, бегонии латиор нужны обработки.
Очень хороший препарат, который можно купить для бегонии, это Привикура Энерджи. 1,5 грамма на литр раз в месяц, и вы избежите всяческих корневых гнилей, даже если там вы случайно заливаете свою бегонию. Обработки от болезни я, честно говоря, летом не делаю, а если вот заносите в дом осенью, то, конечно, перед тем, как занести в дом, надо обработать обязательно и верх растения тоже, и от насекомых, да, вредителей, и обязательно каким-нибудь системным фунгицидом. Хотя бы один раз. Ну, в принципе, бегонию надо обрабатывать каждый месяц. Ну, я признаюсь, я этого не делаю. Вот, теперь полив. Да, как правильно поливать бегонию. Значит, бегония не любит залива, но и не любит пересушки. Поэтому я вот пользуюсь таким способом. Я первую фалангу вот так в землю, пальца, да, и чувствую, что если влажно, я не поливаю. Пусть еще просыхает. Вот, подкормки, значит, я выращивала на удобрении осмокот и на кристаллоне. Хочу сказать, что и там был замечательный результат. Бегония Элатиор очень хорошо отзывается на подкормки. На осмокоте тоже растет прекрасно. И осмокот – это такое удобрение в виде шариков, это удобрение пролонгированного действия. То есть вы прямо в грунт его засыпаете, там по дозировке, по самой маленькой дозировке. Перемешиваете с грунтом, и все, в принципе, вам больше подкармливать бегонию не нужно. Потому что с каждым поливом идет растворение вот этой гранулы удобрения постепенно выходит к корням, и бегония очень любит такое удобрение. Но хочу сказать, что у меня вот в этом сезоне мои бегонии на кристаллоне, как видите, они себя тоже неплохо чувствуют. Кристаллон – это тоже такая линейка удобрений от фирмы Яра. Там их много разных, они по названию у них по цвету. То есть кристаллон желтый, кристаллон красный, кристаллон коричневый. Так вот, я выращиваю именно цветущее растение на кристаллоне красном. 1 грамм на литр. Бегония не любит так, чтобы было много солей, поэтому большие дозировки удобрений ей не нужны. Ну и, конечно, если вы можете взять воду какую-то помягче, может быть, у вас дождевая вода или фильтрованная вода, это было бы вообще замечательно. Я поливаю обычной водой, у нас она довольно жесткая, ну вот как-то бегонии мои претерпелись. Но помните, что чем мягче вода, тем лучше для бегонии. Ну и на первых порах, если вдруг вы выращиваете, покупаете бегонию маленьким черенком, бегония очень любит кальциевую селитру. Попробуйте чередовать обычное свое удобрение с кальциевой селитрой именно на первых порах, вот в первый месяц выращивания. Вот. Как часто подкармливаем? Раз в 7-10 дней. В какие-то периоды стрессовые я бегонию не подкармливаю, то есть сильную жару не подкармливаю. Если похолодает осенью до того, как занести в теплое помещение, тоже не подкармливаю. Ну, то есть надо ориентироваться на то, как сейчас растению, да, побывать в его, так сказать, горшке. Объем, вот про горшки. Есть убеждение, что бегония не любит больших объемов, но я не согласна с этим. Я всегда высаживаю свои бегонии в большие горшки, и, как видите, они себя хорошо чувствуют. Вот это вот 5 литров. То есть я получила растение маленьким черенком. Это евро-черенок. Еще зимой получила, тоже видео все есть на канале. И постепенно перекидываю сначала объем 200 мл, потом литр, потом 2 литра, а потом 5 литров. Вот так постепенно я свои растения пересаживаю, и вот это 5 литров окончательный объем. Тут можно даже, вот если растение отцвело, его можно обрезать, и этот объем достаточно для того, чтобы оно опять обросло и опять зацвело. В маленьком объеме все-таки растение выглядит не так хорошо, как в больших горшках. Если у вас большое растение с несколькими побегами, а у бегонии бывает не 4, бывает и 7 побегов, и 12 по-разному, и вы его в маленьком объеме держите, то ему просто, понимаете, нет сил, и оно понимает, что сильно цвести и расти ему некуда, ему главное сохраниться, дать семена. Конечно, мы семена не собираем с бегонии, она размножается у нас вегетативно. Так что заходите на канал, мы с вами будем учиться тоже размножать эту бегонию. Я вам покажу свои результаты первые. Вот. Но для того, чтобы она хорошо себя чувствовала, все-таки надо ей дать немножко пожировать в большом объеме. И теперь, значит,
о том, где лучше содержать бегонии, то есть в каком месте. Поскольку у нас ни одна бегония не любит ярких солнечных лучей, то такое освещенное место или солнечное место бегонии не подходит. Лучше всего для нее выбрать место с восходящим солнцем, то есть утреннее солнце, несколько часов, или заходящее солнце, вечернее. Вот у меня тоже на заходящем солнце тоже хорошо растут, и на утреннем, да, на восточной стороне вот, дома. То же самое касается наших подоконников. И еще хорошее место – это не прямое солнце. Вот здесь в беседке, естественно, что под крышей, здесь прямого солнца не бывает, но косые вот лучи солнечные, они сюда заходят. И бегония на таком освещении тоже прекрасно себя чувствует. Поэтому бегония латиор хорошо растет и в квартирах на подоконнике, допустим. Ей не нужно много солнца. Конечно, освещение должно быть неплохое, но все-таки много солнца ей не нужно. И еще бегония отличается тем, что может цвести и осенью, и даже зимой. Мне кажется, я практически обо всем рассказала. Может быть, я что-то забыла, не упомянула, так вы пишите, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Но у меня на сегодня все, пора прощаться. До свидания, надеюсь, до скорого.